Юрий Николаевич– это образ истинного, вдохновенного ученого-мыслителя, человека высочайшей духовной гармонии. Он прекрасно понимал, что высшее достижение человека лежит в самоусовершенствовании личности, что только постоянно работая над самим собой и развивая в себе качества, присущие человеку, стремящемуся к более совершенной жизни, он мог всесторонне обогатить свою специальность и поднять ее над уровнем повседневности. Святослав Николаевич Рерих. Он был одним из крупнейших востоковедов нашего времени, чье имя было известно во многих странах мира. Талантливейший лингвист, историк, этнограф, археолог, он был энциклопедически образован и представлял то синтетическое направление востоковедения, которым в свое время могла гордиться Россия. Юрий Николаевич был богато одаренным человеком, он владел многими восточными и западными языками, блестяще знал культуру Востока, его религию и философию. Его личность, несомненно, представляла планетарную культурную ценность. Юрий Николаевич имел мужество в 1957 году приехать к нам и принять наше гражданство. Он умер в 1960 году, пройдя свой крестный путь до конца и с великим достоинством. Он прекрасно осознавал цель своего приезда и, конечно, знал, чем все это для него кончится. Однако ничто не могло поколебать его решение, ибо это решение было неотъемлемой частью той миссии, которую несли все Рерихи. То, что он сделал, переоценить невозможно. Его великий подвиг был достоин семьи Рерихов. Именно он и никто другой вернул нашей стране ее ценнейшее национальное достояние – самих Рерихов. Долгое время о них создавались у нас различные мифы. Труд, проделанный Юрием Николаевичем за короткий срок его пребывания в нашей стране, в корне изменил ситуацию. Это уникальное его деяние имело планетарное значение. Именно по инициативе и с помощью Юрия Николаевича были устроены первые выставки картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича. И мы увидели волшебный мир красоты, который заставил задуматься многих из нас. Юрий Николаевич с присущей ему щедростью пополнил наши галереи, в частности Русский музей и Новосибирскую картинную галерею, бессмертными полотнами своего отца из собственной коллекции. Он, не жалея своего времени, выступал с лекциями, докладами и рассказами. Из них мы узнавали о реальных Рерихах, об их делах и достижениях во имя Родины. Многие из нас впервые узнали о Рериховской центральноазиатской экспедиции из уст Юрия Николаевича. Это была крупнейшая экспедиция века, маршрут которой прошел по Индии, Китаю, Монголии, Сибири, Алтаю, Трансгималаям. Экспедиция была необычной, как и все, что делали Рерихи, и несла значительную эволюционную нагрузку. Несмотря на молодость, Юрий Николаевич взял на себя самое трудное. Блестящее знание языков хинди, монгольского, тибетского позволили ему общаться с местным населением. Кроме этого, он отвечал за охрану экспедиции и ее безопасность. Теперь мы знаем, через какие опасные районы проходил ее маршрут. В неспокойном Тибете ее участников окружали агрессивные племена, готовые в любой момент к нападению на экспедиционный караван. Юрий Николаевич был храбр и отважен. Его отец Николай Константинович писал: «Как нужен Юрий, индолог, санскритист, тибетолог и монголист, не только глубоко изучивший источники, но и владеющий языками, небывалое соединение, так нужное при возросшем значении Азии. Да, наша Родина пойдет по новым путям, вооруженная новым знанием». Почти 10 лет Юрий Николаевич был директором Института гималайских исследований, созданного Рерихами в 1928 году в долине Кулу. И институт был уникальным, как и его руководитель. Он создал новую концепцию деятельности этого комплексного научного учреждения, в которой сочетались древние достижения с современной наукой. Именно от Юрия Николаевича окружающие его люди узнали о сути и главной концепции учения живой этики или Агни-йоги, и узнали об этом не из книг, а от самого носителя этой концепции. Он был богато одарен духовно, и эти беседы о живой этике принесли его слушателям значительные накопления. Ведя такого рода работу, Юрий Николаевич постепенно становился уникальным энергетическим центром, которого так недоставало в те годы культурной России. Как отмечал художник Смирнов-Русецкий, во всем облике Юрия Николаевича светились доброта, ясность, великая простота и мудрость. И еще запечатлелись сразу
удивительное чувство русской сердечности и гостеприимства. В лице Юрия Николаевича возник действительный магнит. Пребывание лишь одного Рериха на нашей территории уже сыграло огромную роль в нашей духовной и культурной жизни. Юрий Николаевич действовал осторожно, но в то же время и смело. Его подвиг и его жертва на этом пути еще не осознаны нами до конца. И если мы еще вспомним, в каких условиях работал Юрий Николаевич в самом Институте Востоковедения, какой стеной враждебности, зависти и тупости он был окружен, многое в его характере нам станет ясно. Чиновники от науки и чиновники от государственных служб мешали ему практически все время. Его называли буржуазным ученым, пытались исправить его идеологически. И несмотря на все это, он сумел создать новую школу в советском востоковедении – школу тибетологии. Он воспитал немало учеников. Сейчас это блестяще образованные востоковеды, достойно несущие факел своей науки и своего учителя. В 1974 году торжественно в Большом театре мы отмечали столетний юбилей Николая Константиновича Рериха. С этого юбилея началось официальное признание Рерихов. Могло ли состояться это торжество, если бы не Юрий Николаевич и его жертва? Нет. Одну из самых ярких и точных оценок деятельности Юрия Николаевича дал Нирмал Сингх. Юрий Николаевич Рерих, как ученый, является одним из величайших энциклопедистов Запада и Востока. Лингвист, исследователь, археолог, критик, искусствовед, мыслитель и знаток культуры. Он не знал границ в области познания. Для него не существовало границ между древним и современным, между Востоком и Западом или между различными отраслями науки. Прежде всего, его интересовал человек. Он был истинным гуманистом. Юрий Николаевич, как человек, был даже еще более велик, чем Юрий Николаевич, как ученый. Он выковал золотое звено связи не только между Индией и Россией или между Востоком и Западом, но и между всеми народами всех стран и времен.